В российском инфопространстве обсуждаются слухи о возможной тотальной мобилизации и даже массовом привлечении женщин в армию. На этом фоне Минобороны России делает прогнозы по демобилизации и уточняет категории, которых она может коснуться. Однако параллельно звучат куда более жесткие сигналы. Философ Александр Дугин допустил сценарий войны без исключений. В своем телеграм-канале он написал: «Война так война, и никто от нее не укроется». По данным источников, речь идет об идеологической подготовке общества к затяжному конфликту. Тревожные оценки звучат и на Западе. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Кавали предупреждает: несмотря на успехи Украины, война не завершится по модели Второй мировой. Он называет украинское производство БПЛА и ракет одним из ключевых военных достижений века, при этом подчеркивая, что ВВС, ВМФ и ядерные силы России сохраняют боеспособность. По его словам, после возможного завершения активной фазы конфликта Москва попытается быстро восстановить силы и перебросить их к границам НАТО. Политический контраст показателен. В 2003 году Владимир Путин говорил о европейской интеграции России и Украины как цели развития, а спустя годы заявил, что украинский кризис якобы начался из-за стремления Киева в ЕС. Тем временем боевые действия усиливаются. ВСУ нанесли удары по Керченскому нефтеналивному порту и паромам, связывающим Крым с Краснодарским краем. До полной изоляции полуострова остается один шаг – Крымский мост. Одновременно продолжаются обстрелы и удары по объектам в Сумской, Харьковской областях и Запорожье. Ночью Украина атаковала цели в Крыму и Краснодарском крае. Есть погибшие и раненые. Ситуация продолжает стремительно ухудшаться, а признаки затяжной и масштабной войны становятся все более очевидными. В Крыму зафиксировано чрезвычайное происшествие. Подача топлива на всех АЗС полуострова полностью прекращена, сообщил глава региона Сергей Аксенов. С 9 часов утра 21 июня на заправках остановлен отпуск топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. На этом фоне фиксируются и другие серьезные проблемы. Часть Крыма и Севастополя осталась без электроснабжения. Компания «Крымэнерго» сообщает о повреждениях электросетей и локальных отключениях. В Севастополе введены графики временного отключения электроэнергии для снижения нагрузки на сеть. Кроме того, временно приостановлено паромное сообщение через Керченскую переправу, а для большегрузного транспорта закрыт проезд по Крымскому мосту. В качестве альтернативы рекомендован объезд через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь и Мелитополь. По сообщениям с мест, туристический поток практически остановился. Часть отелей простаивает, а некоторые жители начинают покидать полуостров, не дожидаясь дальнейшего ухудшения ситуации. Таким образом, Украина методично продолжает стратегию изоляции Крыма. Цель этой кампании выглядит очевидной – сделать содержание полуострова максимально сложным и затратным для России. После топливного кризиса и перебоев с транспортом следующим этапом может стать дефицит отдельных категорий товаров и продовольствия. Глобальная задача Киева, судя по всему, вынудить Москву согласиться на завершение СВО по линии фронта без предварительных условий. В Москве такие сценарии отвергают, продолжая настаивать на выводе украинских войск из Донбасса. При этом пространство для ответных действий сокращается. Масштабный прорыв фронта без новой мобилизации выглядит маловероятным, а удары по украинским тылам не дают ожидаемого эффекта. На этом фоне в информационном поле все чаще звучат призывы к применению ядерного оружия. Однако такой сценарий может обернуться для самой России крайне тяжелыми последствиями. В российском обществе нарастает раздражение происходящим. Складывается впечатление, что руководство страны оказалось в ситуации, где любое следующее решение лишь ухудшает положение. Классический цугцванг. Кремль экстренно готовит личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года. По данным источников, российской дипломатии и спецслужбам поставлена приоритетная задача организовать прямые переговоры в ближайшие месяцы. Цель – не допустить окончательного разворота Вашингтона в сторону жесткой проукраинской линии. Ситуация для Москвы становится критической. На саммите G7 европейские союзники активно убеждали Трампа в военном превосходстве Украины,
А на предстоящем саммите НАТО давление, по оценкам Кремля, будет еще сильнее. Главная ставка – сорвать разблокировку масштабных и качественно новых поставок американского вооружения для ВСУ. Инсайдеры оценивают риск резкой смены позиции Трампа по Украине как экстремально высокий, поэтому в Москве пытаются сыграть на опережение. Параллельно Кремль ужесточает внутреннюю политику. Государственным и лояльным медиа спущена новая установка. Любая серьезная критика власти приравнивается к подрыву СВО. Под запрет попадает даже конструктивное недовольство, жалобы на чиновников, социальную несправедливость или локальные проблемы. Центральный тезис 1. Страна ведет войну, а любые дискуссии объявляются недопустимыми и работающими на врага. Информационное поле фактически переводит в режим «все для фронта», где бытовые проблемы граждан признаются второстепенными. На этом фоне стало известно о закрытом экстренном заседании Совета безопасности России, которое Владимир Путин провел по видеосвязи в узком составе. В публичную повестку Кремля оно не попало. Главной темой стали массированные удары украинских дронов по Москве и неспособность ПВО полностью их блокировать. По данным источников, разговор был жестким. Обсуждались дыры в системе защиты столичного региона и нехватка комплексов для перехвата новых типов БПЛА и ракет. Отдельно рассматривалась близкая к критической ситуация в Крыму, а также в Белгородской и Курской областях. Детали решений засекречены, однако источники говорят о подготовке радикальных ответных мер. Официальных заявлений по итогам встречи не планируется. Власти стараются избежать паники в обществе. Отметим, что на этом фоне Владимир Зеленский недавно выступил с жестким предупреждением в адрес Александра Лукашенко. По словам Зеленского, у Минска есть неделя, чтобы вывести военную технику и подразделения, размещенные вдоль границы с Украиной. В противном случае, подчеркнул он, Украина будет вынуждена сделать это сама. Зеленский заявил, что если Лукашенко действительно не хочет быть втянутым в войну, ему следует быть честным хотя бы с собственным народом. По его словам, в конфликт может быть вовлечена не только белорусская власть, но и вся страна, если Россия продолжит использовать территорию Беларуси в военных целях. Отдельно президент Украины указал на роль Минска в снабжении российской армии, отметив, что Беларусь остается одним из ключевых поставщиков топлива. По мнению Зеленского, Лукашенко способен остановить эти поставки, если действительно заинтересован в недопущении дальнейшей эскалации. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и Восточной Европы.